прямой эфир по результатам. Потому как накапливается много, а потом приходится то есть потом не открываются голосовые, потому что много времени проходит. Поэтому опять решила провести прямой эфир. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы, во-первых, взбодрить людей, чтобы люди знали, как и что происходит, да, после работ, после ритуалов. И, во-вторых, чтобы те люди, которые новички, заодно да и не только новички, будут записывать у себя и искать, находить те ритуалы, которые нужны. Иногда человек не знает, что именно искать, как называется и так далее. Хотя 100 раз сказала, вот там купить дом, ведьмина изба, продать корову, ведьмина изба, получить быстрые деньги, ведьмина изба, не знаю, там защита, ведьмина изба, от болезни, ведьмина изба, шепотки, ведьмина изба, вызвать мужика, ведьмина изба. Вот просто то, что вам хочется, набирайте, и рядом ведьмина изба. Обязательно выйдет ритуал соответствующий, который вам нужен, или лекция, которая нужна, да? Потому что хоть одно слово, если там совпало, обязательно выйдет такая лекция или такой ритуал. Это первое. Во-вторых, если вдруг здесь повторится что-либо там, прошу прощения, потому что давно не снимала, могут быть голосовые, там еще раз включу. Ну, редко бывает такое, но иногда бывает. Ну, ничего страшного, послушаем во второй раз, это не страшно. Дальше. Что еще хотела? Да, и те, кто спрашивал, можно ли уже отправлять, опять снова о результатах, отправляйте. Отправляйте Яне, только напишите. Это о результате работы. Она не прослушивает их, она просто кидает голосовые. Вот я тоже, я их не слушала, у меня нет времени. Я буду вместе с вами слушать. Поэтому для того, чтобы она поняла, о чем речь, а не просто там посмотрела и не ответила, пишите о результатах проведенного ритуала или что-то в этом роде. И она просто поймет, о чем речь, и кинет туда в общий чат голосовой. Потому что некогда это все прослушивать, сами понимаете. Итак, начнем. Конечно, все работает, просто иногда нужно освежать в памяти, иногда нужно, чтобы люди, которые не знают, с чего начать, просто вот прослушали, это для них будет как учебное пособие, они поймут, с чего начать, как быть, понимаете? Да и общение между собой, и делиться между собой, это тоже не лишнее, согласны? Поэтому давайте начнем слушать. Еще раз говорю, если вдруг что-то повторится, я извиняюсь заранее. Ну, постараюсь, что нет, но просто я вот отметила, до какого мы слушали. Ну, на всякий случай, может и повториться. Может, я уже это включала в прошлый раз. Ну, один раз не страшно. Слушаем еще раз. То есть уже футы. Начинаем слушать. Проводила также ритуал «Срочно нужны деньги на круглый хлебушек». Мое шоковое состояние тоже было неисчерпаемым, наверное. Так как советовала Инга, оставила на окне вечером. Потом утром пошла, покормила птичек. И буквально в течение 3-4 часов мне предложили по работе сделать выгодное дело, и на котором я заработала деньги и смогла заплатить за квартиру, которую я просрочила уже на 2 месяца. Вот, это очень тоже нужный ритуал. Проводила его только 2 раза, потому что, как-то немножко боюсь очень часто пользоваться такими выгодными вещами. Не Я бойтесь. не знаю. Вот. Очень благодарна, Инга, вам за него. Не бойтесь проводить. Чем чаще вы будете проводить, тем больше энергии радости у вас будет, тем больше энергии радости вы будете отдавать духам, тем больше они будут вас награждать.
Не бойтесь, у людей иногда бывает страх внутренний, что а вдруг я буду проводить, а духи разозлятся на меня за то, что я вот слишком уж алчная, я хочу постоянно денег. Дорогие друзья, э, послушайте меня, духи не рассуждают как люди. У них нет понимания, алчные вы, хорошие, плохие. Они видят, что вы отдаете им энергию. Они радостно эту энергию берут, а взамен вам отдают деньги. Понимаете? У них нет такого понимания. Что-то эта баба, блин, слишком часто вот прям просит. Видите, почему мы голосовые включаем? Для того, чтобы, ну, как вам сказать, и объяснить вам заодно. Видите, проясняем вопросы, о которых, да, многие думали, но не знали, как и что делать. У духов нет такого понимания, как у людей. Слишком часто она просит, слишком она жадная, надо ее наказать или что-то нету. Каждый раз, когда вы получаете что-либо, какую-то, да, ну, то есть ответ получаете, да, деньги, удача, какая-то сделка получается, каждый раз у вас радость внутренняя, каждый раз вы питаете эти силы энергией радости. И они эту энергию радости поглощают. Это их еда, это их корм, если уж так грубо говорить. А взамен отдают снова, чтобы вы радовались. А как тогда понимать, например, что к ведьме ходят столько людей, да? По идее, духи могли сказать, какая-то жадная баба, блин, столько людей принимает, прям очень много работает, слишком уж она, блин, много хочет. На самом деле это не так. На самом деле этих людей они сами приводят в мою жизнь, чтобы я снимала. Духи есть разные категории. Некоторые духи питаются отрицательными, черными энергиями, злыми энергиями. И когда я отсекаю от людей эти злые энергии, я уже объясняла, почему к настоящим ведьмам ходят много людей, у них нет никогда проблем денежных, у них нет никак... Дорогие друзья, ведьмы всегда, даже в селениях, где не было еще денежного эквивалента, когда говорят, не брали деньгами. Моя бабушка заставляла пахать огород, если не было денег. Она говорила, ты должен чем-то мне оплатить. Понимаете, это обязательно нужно. Для того, чтобы человек сам свое не отдал. Вот кто так глупо поступал, стесняясь, переживая, они отдавали своих детей. Они отдавали себя, свое здоровье откуп. То есть не было денежного эквивалента, но были гуси, коровы, телята, не знаю, бараны, возили. Ведьмы ни в чем не нуждались. Если им надо было забор починить, пришли бы починили, потому что когда-то она мне помогла, что-то сделала. Ей нужно было... То есть тогда в селениях не было денег столько. Да и сейчас нету сельское население, а у них там, ну, какая-то определенная сумма на всякий случай отложили и все. Но так-то у них денег особо нету, они в основном хозяйство. Вот. Но поскольку хозяйство, естественно, они приносили из хозяйства. Но сейчас 21 век, ведьмы переселились в города, цивилизация началась. Сейчас я не могу людям, например, дать в руки, сказать, вот оплати по счетам коммунальные здесь, купи мне там не знаю, обувь такого-то размера, отправь моему сыну на эту карту. Понимаете, человеку легче оплатить за мою работу. Я сама куда хочу, что хочу, то и делаю этими деньгами. Вот о чем речь, понимаете? Так вот, почему они приводят так жадно и так много людей ко мне? Потому что духи есть разных категорий. Одна категория духов питается отрицательными, злыми энергиями. Другая категория питается положительными энергиями. Так вот, отсекая отрицательные злые энергии, ты отдаешь корм этим духам. Вот эти энергии, то есть и они этим питаются. А ритуалы денежные, они излучают, источают энергию радости. И есть духи, которые питаются энергией радости, положительными энергиями. Так вот, те духи, которые питаются отрицательными энергиями, то есть очищение порчи, прочее, прочее, чем чаще я очищаю людей, чем чаще я принимаю, работаю с ними, тем они более сытые. Поэтому они все время мне ведут и ведут новых людей. Понимаете, не может ведьма не иметь огромную базу народа, который к ним обращается. Так вот, а вторая часть положительной энергии. Чем больше вы получаете от них помощи, тем больше у вас радости, тем больше положительной энергии. Вы их кормите. И им выгодно, чтобы у вас эти деньги, эта удача и так далее все время пребывало. Понимаете, вы все время радуетесь. И вот это вот кормите этих духов. Я же вам говорила здесь, что
То же самое искусство, которое приписывают дьяволу, да, вот он такой сик. Ну, им нужно все время питание. Ира, нам все время нужно есть. Мы наедаемся раз и навсегда? Нет. Человеку нужно питание, пока он живой. Каждый день он должен есть определенное количество еды. Это его, как бы сказать, это его энергия. Машину нужно заправлять, чтобы он ездил. Да, он может вечно ездить на этим пустым баком. Он вообще заглохнет. То же самое здесь. Им энергия нужна. Энергия положительная. Они отдают, а вы положительной энергией платите. Так вот, что я хотела сказать, уже забыла. Ой, все. Да, искусство. Эстетическое удовольствие, искусство. Смотрите, через человека они творят великие дела, великие работы. Скажем, Микеланджело, Рафаэль, да, Леонардо да Винчи, Айвазовский. Мы видим эту красоту у нас внутренне. Мы же даем энергию вот этого вот, как вам сказать, ой, скажите мне это слово, восхищение. Вот это слово королева восхищения, это не просто так сказано. Восхищение, это жутко сильный поток энергии, который идет туда. И они через людей собирают эту энергию восхищения с вас, эту энергию положительных эмоций. Как, какая красота, ой, какое красивое кольцо, боже мой, не могу прям насмотреться. И вот талантливых людей, отдавая талант человеку, они через этого человека собирают дань, энергии от людей. А этому человеку благодарность за то, что он как переносчик, как проводник этого всего их воли в этом мире, этому человеку что? Деньги, слава, благодарность, защита и так далее. Понимаете? Вот, пожалуйста, давайте посмотрим элементарно. Кольцо. Смотрите, как красиво сделано. Хризопрас, насколько я помню, этот камень. Красиво, правда? Смотрите, какая красота. Вот мастер придумал. Каменный цветок. Восхищает? Красиво? А если вам такое дарят, еще более восхищение. Какая красота. Это из коллекции Кёсэм, которые мне отправили тогда. Ну, там есть еще много, я вам показывала коллекцию Кёсэм Султан. Можете открыть, посмотреть мой ролик. Вот красиво. Так вот, этому человеку дали, он одаренный, то есть ему дали ювелирный талант сделать красивые вещи, а мы будем восхищаться. И через это восхищение мы отдаем тому самому хозяину, дарителю вот этого дара, таланта, отдаем дань энергии. А этому человеку что? А этому человеку деньги, слава и признание. Потому что он-то такие вещи продает. Понятное дело, что он не живет бедно. Поняли? Вот, поэтому никогда не бойтесь много просить и много получать. Это мне тоже подарили. Кстати, тоже из восточной тематики. Теперь смотрите. А это красный камень, это рубин. Это рубиновый цветок. Красиво? Я думаю, что да. Правда ведь? Вот. Талант, одаренность. Из-за одаренности восхищение людей, а ему деньги. Теперь поняли, что надо просить часто и получать, и не бойтесь этого. Духи не скажут, что вы жадные, слишком много хотите. Нет, духи будут вам благодарны, что вы все время обращаетесь. Они не имеют права вам дать без вашего обращения. Если бы они могли это делать, они бы это сделали без вашего желания и получали бы энергию радости. Но духи не имеют права, они демократичны. Во Вселенной есть закон, не вмешиваться в жизнь и в судьбу человека, если человек не просит. Вот вы попросили, они с радостью это вам отдают. И чем чаще вы просите, тем сильнее вы получаете отдачу. Оплатите чем? Уже сказала, уважением и положительными эмоциями, что для них является просто кормом, едой. Пойдемте далее. Увидела ритуал «Магический доллар». Вот. Не знала, где его взять, потому что в наличии таких вещей не было никогда. Набрала денежку и пошла в банк. На меня там посмотрели, правда, как, думаю, да ненормальная.
потому что пришла менять деньги на $1. Вот. Но доллар я все-таки купила. И теперь провожу этот ритуал, ну, практически каждый день. Вот. Долларов пока не повалило, но маленькие суммы все равно чуть-чуть поступают. Это радует. Благодарна очень за этот ритуал. Огромное спасибо, Инга. Почему я говорю, что с долларом работать лучше? Потому что доллар держит на себе всемирную вот эту энергию денег. Э, Те деньги, которые в обиходе, которые более всего и чаще всего пользуются, да, спросом во многих странах, у этих денег больше силы. Поэтому они держат на себя, они тянут на себе всю эту финансовую, мировую вот эту силу, эгрегор денежный. Ну, например, в Римской империи был талант. И вот талант, золотой талант, серебряный талант потом появился. Он везде был талант. Вот Римская империя, ближайшая Восточная империя, вот талант был. Денежный эквивалент, самый энергоемкий. Он на себя тянул всю денежную силу того времени, да. Потом появился, например, динара появилась персидская. Ну вот динара, она, поскольку Персидская империя была великой, сильной, динара стала одной из самых, как бы сказать, часто используемых. Византийская империя, лира, вот которая сейчас в Турции лира называют, это из Византийской империи. Вот византийская лира, которая стала одним из самых там сильных и так далее. Но если мы сейчас возьмем и сделаем ритуалы там, не знаю, на армянский драм, грузинский лари, что там еще у нас есть, еще какие-то деньги, ну фигня, потому что это те деньги, которые вообще ни о чем. Я бы вообще поменяла национальную валюту на одну общую всемирную, если хотите знать. Да хоть тоже на то же самое евро. Нахера вот эти все вот это отсюда принести, это оттуда унести? Они не имеют этой силы. За ними не стоит сильная, мощная, понимаете, денежная сила. А если бы взять и сделать общий, вот общий, как бы денежный эквивалент, то их экономика больше поднимется, потому что там будет вливание. Это все на самом деле со стороны кажется, может быть, ну, это самое... Но те страны, которые обращают на это внимание, эти страны живут хорошо. Страны, которые, невзирая ни на какие экономические трудности, крахи и так далее, все равно великие проекты начинают. Эти страны всегда в выигрыше. Вспомните еще Египет, египетская вот это Суэцкий канал, потом дальше идет вот огромные вот эти есть, как он там называл, уже не помню, для кораблей, в общем, кораблестроительные вот эти вот для ремонтов кораблей, все это такое. Они, невзирая на свои экономические трудности, и тогда еще и какое-то землетрясение было, вообще революции потрясали страну, они все равно этот проект не оставили. И оказалось, что на самом деле вот мосты, водные ресурсы, они носители энергии. Если страна в упор все равно заканчивает эти проекты, то у них, собственно говоря, экономика поднимается вверх. Так что, ну, давайте будем... Интернет что тупит. Видимо, там дождь собирается. С теми денежными единицами, на которых держится вся, скажем, денежная система мира. Евро, рубли, да, это Россия, это СНГ, вот это огромное пространство. Да. Дальше еще австралийский доллар может быть, потому что тоже, ну, англичане, по-моему, я даже не знаю, сейчас фунты, по-моему, их нет уже, да, они же поменяли полностью на евро. Вот эти три единицы самой сильной валюты, которые, ну, посмотрите, богатые в каких этих эквивалентах, скажем так, вкладывают свои средства, вы и поймете, какой именно взять за основу ритуалов. Дальше пойдемте. Очень нравится мне ритуал получить денежные дары. От такого я была тоже в восторге, в шоке. Муж, который мне не дарил букет цветов, цветы, подарки, приносит цветы. Я обалдела вообще.
это после, вечером, нет, с утра проводила этот ритуал. Я вообще ритуалы стараюсь делать те, которые утренние, потому что вечерние мне сложно проводить, потому что дома муж. Вот. И после работы он принес мне букет цветов. Это очень приятно. И даже за это я вам хочу сказать неописуемое спасибо, потому что букет цветов от мужа я не получала 100 лет. Вот такого мужа надо было пинка дать еще до ритуала пару раз. Да, я так и думала, что Англия, наверное, не поменяет. Но поскольку не слежу за этим всем, я даже, честно говоря, не думала. Но просто подумала, что старая добрая Англия, она все-таки свою очень любит и дорожит своей историей. Они же там очень гордятся собой. И поэтому мне все-таки пришла мысль, что они не согласятся евро ни за что. Ну, у них будет в обиходе, но они свое не оставят. Кстати говоря, стерлинговое серебро, которое перемешано с этим, с металлом различным. Это вот металлический сплав называется, стерлинговое серебро, не самого высшего качества, но оно вот такое дает эффект черного серебра, черненого, понимаете? И стерлинговое серебро переплавили тоннами просто. И во многих магазинах, где вы покупаете вот это черное серебро, да, по дешевке, это есть стерлинговое серебро, чтобы вы знали. Просто оно там немножко перемешано с различными этими металлами. Потому так и дешево стоит, и не самого лучшего качества, но создает эффект черноты серебра. Так, давайте дальше. Вот теперь читаю. Здравствуйте, Яночка. Передайте, пожалуйста, уважаемой Инге от меня и от дочери Светы нашу благодарность за спасение моей доченьки Светланы. Инга помогла ей после аварии избавиться от жуткого страха. Низкий поклон за вашу помощь. Я не знаю, что было бы сейчас с ней. Дорогая вы наша спасительница. Дальше пропускаем. Как там и прочее, и прочее. Когда вы начали работать с дочкой, у нее постепенно страх уходил и ушел. И где-то через неделю она стала уже улыбаться. Дочь доходила беременность, хорошо родила девочку, и сейчас у нее все хорошо. Она еще молодая и как-то это не верила. А когда Инга работала с ней, тогда она поверила, что бывают настоящие ведьмы, что действительно они помогают. Спасибо огромное, дорогая Инга, за ваше доброе сердце и так далее, и так далее. Крепкого здоровья и прочее. И написано, примите, пожалуйста, откуп. Это и она откупилась на алтарь. Это я уже, по-моему, показывала насчет, подарки на алтарь. Это уже прошлая история. Так, Лия Богданова, кажется, Богдабова. В общем, вот под каким... Здравствуйте, уважаемые Инга, подписчики канала. Я бы хотела поблагодарить за ваш ритуал к душе вашей прабабушки, который вы нам подарили в прошлом году. Еще оставить свой отзыв о данном ритуале. Делала я его уже ближе. Уже ближе к ночи. И хочу сказать, что при прочтении уже чувствовала огромную силу. А потом началось самое интересное. Во сне ко мне пришла ваша бабушка, точнее, вошла в дверь. Я знатно испугалась. Но она грозно мне сказала, что ты ж просила, я пришла. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Но моя проблема решилась таким чудом, что я никогда бы не подумала. Спасибо вам большое, Инга, за данный ритуал. И, конечно же, душе вашей прабабушки, которая пришла и помогла мне решить тяжелейшую для меня проблему. Благодарю вас за ваши дары и так далее. А глупым людям желаю побольше мозгов, устройства на работу, а не сутками заниматься ерундой, пытаясь кого-то оскорбить. С уважением, Лия. Дорогие друзья, многие спрашивают, а почему именно к вашему роду? Знаете, есть такое выражение «подключка». Не люблю я это слово, но как-то ощущение, как будто вот мы говорим о каких-то технических работах. Подключка. Как воспримет тот или иной бог или божество, я не могу знать.
То есть, точнее, я могу знать, когда я даю ритуал, я думаю о том, чтобы человеку это было безопасно. Но поможет ли, вот в чем проблема. Может помочь, а может вообще ничего не сделать. То есть сработает или нет, это уже зависит от желания этого божества. Чаще работает, чаще даются такие работы с ключами, с правильным призывом, чтобы работало. Но бывают моменты, когда, ну, может и не сработать. То есть может и не среагировать это божество, и он не обязан. Но тогда ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы у человека наверняка решилась проблема, чтобы у человека наверняка получилось то, что он хотел, значит, нужно следующее. Нужно повернуть русло к той силе, которая тебе знакома, твой род, твои предки. Ты-то понимаешь, что если ты просишь своих предков помочь людям при обращении, то они ради тебя это сделают. Поэтому, когда ты говоришь обращение к моим предкам, ты знаешь, что это сработает наверняка. За это ты можешь ручаться, поскольку это твоя родня, родные души. Поняли меня почему? Поэтому некоторые идиоты, вот, собирает энергию, не знаю, жизненную силу, здоровье, убивает людей. Нет, просто когда ты знаешь, там попросила свою бабушку, там, бабули, вот придут, попросят там 100 рублей, дай этим людям от меня. Она отдаст, понимаете? А если ты говоришь, что вот пойдете там, не знаю, директриса школы, может быть, даст вам, она может даст, а может не даст. Вот в чем проблема. Это твои предки, души родных. И ты, конечно же, понимаешь, что души родных наверняка помогут в этой ситуации. Но еще говоришь, откупайтесь от них, откупайтесь и благодарите, потому как так надо. Потому что завтра мои предки мне скажут, знаешь что, мы этому человеку уже помогли не раз, она даже спасибо не сказала. Так что пошла она по бездорожью, и больше помогать не будем. Поэтому сказано, опять же, и опять же, никто не следит за людьми. Это дело совести, это дело чести, это дело их мозгов. Хотят еще раз обратиться, получить помощь. За первую помощь должны откупиться. И там же не сказано, сколько, чего, что. Хотите там, я не знаю, ткань отправьте для алтаря. Хотите, найдите статую. Хотите, возьмите камни. Хотите там, я не знаю, что. Но для алтаря человека это сделайте, потому как это нужно. Внесите, как бы, как вам сказать, внесите лепту в общее дело магии, в благодарность. Духам не нужно одеваться, обуваться, им нужно уважение. Так, пойдемте дальше. Читаю дальше, пока вот буду читать. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Хочу оставить отзыв. Ваши ритуалы творят чудеса. Предыстория. Я занимаюсь гирудотерапией, но совсем недавно начала. Провела ритуал на открытии пути с красной свечой на имя. На второй день неожиданно меня пригласили на центральный телеканал города с презентацией в моей сфере. Выражаю огромную благодарность. Пожалуйста, это не взлет. Вот человек просто хотела, просто думала, и тут же приглашают на центральное телевидение. Что это такое? Это сразу же открытие дорог. Пойдемте дальше. Здравствуйте, Инга. Ну, я не думаю, что есть нужда, да, каждый раз так показывать, потому что это все отовсюду скинуто, вот в наш общий чат, голосовые. Мы здесь сидим, то есть собираем, а потом я сижу и снимаю. Хочу с вами поделиться с отзывом своей знакомой. У нее свой бизнес, но, к сожалению, пришел в упадок. Однажды, заехав к ней на кафе, на кофе, господи, я увидела, что выторга ноль. Я ей сказала о вас и вашем канале, навела пример на себе, но она то скептично отнеслась, каково же сегодня мое удивление было, позвонила мне, очень благодарит. Кардинальные перемены после ваших работ, развелась с мужем, бизнес идет вверх. В общем, она вами живет и все повторяет, что вы ее спасли. Спасибо вам за то, что вы с нами. Правильно сделала, что развелась. Если этот муж, кроме боли, ничего не приносил, вы понимаете, я вам еще раз говорю, нужно отключить источник боли, чтобы жизнь изменилась.
Если, знаете, на вас упал камень, вот вы лежите, он давит и давит, этот камень, уже сломал вам ребра, уже лезет вообще внутрь вашего организма, а вы этот камень все равно тащите на себе. Понятное дело, что вы от потери крови, от болевого шока умрете. А если оттолкнуть этот камень, кинуть себя, встать и привести себя в порядок, вылечиться и начать жить. Вот так и мужчина. Если человек причиняет тебе боль, он никогда хорошим не станет. Когда люди говорят, ой, он хороший, вот бы ему помочь, вот перестал бы пить, или вот сделал бы что-нибудь ради семьи и так далее, и так далее. Я всегда вот смотрю на них просто жуткой иронией. Я понимаю, что любят эти люди. Я тоже когда-то любила, когда-то сидела, сама себя обманывала, оправдывала, что он все-таки меня любит, просто ему тяжело, сейчас нервы и так далее, и так далее. В конце концов, я поняла, что нет там никакой любви. Любовь равно забота. Нету заботы, нет любви. Все остальное херня херней. Любят они только себя и свое хорошее состояние рядом с тобой. И выгодное положение. Понимаете, человек должен отдачу какую-то отдать тебе за все хорошее, за любовь, за поддержку и так далее. Этот человек должен тебе отдать хотя бы уважением, хотя бы, если ты спишь и просыпается, он хотя бы не должен греметь специально, чтобы ты встала. То есть вот когда человек намеренно вас мучает, издевается, унижает вас и надеется на то, что он когда-нибудь поймет, одумается, да не будет такого. Он или изначально человек, или изначально скот. Надо просто бежать и все. Говорю вам из своего опыта, как бы вы ни любили, разлюбите, возненавидите, а потом будете презирать, и он для вас вообще уже ничего не будет значить. Почему? Потому как, источник боли выключаете, тогда у вас жизнь меняется. Если этот источник еще есть, ничего невозможно менять. Так, итак, развелась, значит, этот муж просто мешал ей. Знаете, есть мужчины, которые помогают тебе, они твои болельщики, они дают тебе силу подняться, просто вот твои крылья. А есть мужчины, которые тянут тебя вниз, на дно. Это упыри просто, которые пьют кровь и мешают тебе же подняться. Они сами тебе не делают ничего хорошего в жизни, не дают, не помогают. И тебе мешают. И твоя жизнь становится как ад. Ты не можешь ни работать, ты не можешь ни делами заняться. Твои мысли заняты вот этой болью, издевательством. Ты домой идешь как на каторгу, как в ад. Каждый день это адская жизнь. Тебе стыдно при людях за него, за его поведение. Ты не можешь с ним никуда выходить, потому что ты знаешь, что своим неадекватным поведением он тебя опозорит. А мужчина это должен быть поддержка, сила, чтобы ты поехала куда-нибудь и не переживала. А он, глупость не скажет, а он при всех меня не оскорбит, чтобы ты наоборот гордилась, радовалась, сидела и наслаждалась тем, что рядом с тобой настоящий мужик, который просто все им восхищаются, всем он нравится, деловитый, умный и так далее, и так далее. Понимаете? Не обязательно, чтобы он был высокообразованный, с 4 дипломами. Главное, чтобы он любил вас и был... Вот я вам еще раз говорю, если человек добрый, все остальное прощается. И может неряшество, может неаккуратность, где-то там свинячество, где-то, это мужики. Это все прощается, потому что это не со зла сделано, это просто часть его натуры, это его характер. Где-то неправильно сказал, не то поставил. Но когда человек злой, он может быть очень аккуратный, щепетильный. У него все костюмы, все носки могут там быть сложены тютелька в тютельку. Но он мразь. Понимаете, вот в чем дело. Он нелюдь. Он очень аккуратный, очень чистоплотный нелюдь, который ничего человеческого тебе, кроме боли, не дает. Вот о чем я хочу вам сказать. Ищите доброго сердцем человека. Доброго, вот и все. Но если он злой еще и тупой, это вообще head and shoulders, два в одном. Все, пойдемте дальше. Правильно сделал, что развелась. Пошел он по бездорожью. Так вот, пойдем дальше. Так, попробуй покороче.
Добрый вечер, уважаемая Инга. После вашего ритуала с черепом ворона потеряла покой. Мне срочно понадобилось отыскать череп. Я живу около посадок ворон, там, видимо, не видим. Вот надежда что-нибудь отыскать бродила, но тщетно. Очень просила духов помочь мне. Сегодня, возвращаясь домой, мы ссорились с мужем, и нам в лобовое стекло влетает ворон. Я подобрала птицу, оставила 13 момент. Вот, совет ваш нужен и так далее. Можно ли этим пользоваться? Я сказала, что можно. Ну вот, пожалуйста, готовенького ворона вам преподнесли. Вы же просили. Вот они, наверное, самого шумного, самого ненужную самую птицу вам и скинули. А такое тоже бывает. Природа избавляется от птиц, которые, например, вредят другим птицам, которые своим шумом, скажем так, привлекают врагов. А природа избавляется от таких птиц тоже. Пожалуйста. Как говорится, тепленького. Так, исцеляющие заговоры для всех. Вот показываю, внизу написано человеком, да? Счастье, счастье, ее ник. Вот. Инга, благодаря от всего сердца, внук на даче купался целый день и застудил ушко. Не говорил, потому что знал, что купаться запрещу. Сколько оно у него болело, не знаю, но дотянули, пока притрагиваться стало больно. Я 2 раза прочитала заговор от ушной боли и закапала в ушко лекарство. Ребенок уснул сразу. А когда пришли к врачу, он сказал, что был фурункул, но он скрылся. И поэтому внуку стало легче. Это чудо, в которое я всегда верю, знаю, что любая помощь, которую вы нам дарите, работает. Очень многие ритуалы и заговоры на здоровье я делаю и ни разу не сомневалась в их действии. Моя благодарность вам не знает границы. Яночке низкий поклон и так далее. Дорогие друзья, ритуалы работают, верите в это или нет. Но когда вы верите, уважаете эти силы, они работают с двойной силой. Когда я заговариваю маленького ребенка, он не понимает, что я делаю с ним, чтобы верить мне. Может, где-то даже боится и закрывается, и не хочет, чтобы там начитали, что-то крутили над ним. Но болезнь отступает, но грыжа заговаривается. Но если человек с верой подходит, вот вы 100% верите, что вы сейчас включите телевизор, и там будет изображение. У вас нету ни капли сомнений, что этого не будет. Понимаете, то же самое, когда вы подходите с верой, оно быстрее получается. Потом, почему я говорю, что для других читать нельзя? Только в тех случаях, когда сказано, что можно читать по, скажем так, по закону крови, да, по праву крови. Нельзя читать за других, потому как этот человек, во-первых, если разрешение не давал, то он не открыл свое биополе, то есть он не разрешил вам это делать. Во-вторых, вы можете по незнанию, по неопытности перетянуть на себя его болезнь. А как скинуть, что делать, вы не умеете и не знаете. Вот о чем речь. Поэтому и сказано, нельзя читать ни за мужа, ни за кого. Нельзя. Вы внедряетесь в его биополе. Вы можете ему повредить, вместо того, чтобы помочь. Вера, знание, допуск, это не просто так сказано, понимаете? Если бы так можно было делать, то людей можно было лечить без их ведома. Но людей лечат без их ведома, когда они там после аварии или там умирают по такому уже состоянию, что не могут за себя постоять и отвечать, тогда их без их ведома оперируют, лечат и так далее. Но это совершенно другое. Когда он просыпается, он понимает, и он благодарен. А в этих случаях человек не знает, вы на него читаете на удачу, даже может получиться, может быть. Но потом человек узнает и говорит, да фигня это все, не верю я, это все это просто случайно случилось, и вообще, добрый день. И вообще больше ко мне не смей такую фигню мне читать и так далее. Все, он обидел силы, вы же не знаете его реакцию. Он может сказать спасибо огромное и сам взять, почитать и благодарить, а может сказать, это все фигня, и еще раз, посмеешь в эту ерунду. Все, он обидел эти силы, ему еще хуже станет. Понимаете, о чем речь? Поэтому не надо делать, не надо лезть куда не надо. Человек должен сам просить и получать, сам постучаться и сам просить. Так, дальше идем. Так, от недругов сильный ритуал. По-моему, ой, все.
Я уже, представляете, забыла. Долговая грамота. Кстати, долговая грамота, я только вам показывала, я это давно делала, я только вам показала ну, перед экраном, то есть научила вас, как делать. И у меня столько поступлений отовсюду. То есть каждый раз, когда люди что-то про тебя говорят или какую-то гадость между собой разговаривают, у них отрывается, приходит к тебе. Не именно у них там со счета снимают, тебе перекидывают, но они могли что-то получить, они не получают. То есть Вселенная здесь забирает, а через других людей тебе это отдает. Это работает и очень даже. Здравствуйте, уважаемый Инга. Этот ритуал уникален. Через пару дней заказы как посыпались, работаю без выходных. Не думала, что так много у меня врагов. Год на вашем канале, враги наказаны, кто умер, кого уволили. У одной даже ребенок мертвый родился. В первую ночь после проведения ритуалов Эдул-каратель умер дальний родственник, причем страшной смертью. Ну вот, пожалуйста, не делайте зла. Я вам сказала, там не называется именно там, пускай Петр Петрович помрет. Там просто сказано, кто мне хочет навредить, кто мне хочет сделать зло. Пускай он будет наказан. Поэтому не делайте зло людям, вот и все. Когда научись прощать, а вы научитесь не делать то, из-за чего я должна научиться прощать. Вот и все. Дальше. Ваши чистки спасли меня. Я только сейчас понимаю, сколько на мне было негатива, какое окружение, сколько зависти. Если вы человек удачливый и много работаете, то наверняка у вас было много зависти. Это неудивительно. Выиграла суд, который длился не один год. Окончательное решение суда было очень честным. Читала и была в шоке. Екатерина Медичи, ритуал. Помогла невероятно ритуал. По вашему совету свечи делаю сама. Ритуалы немного лучше получается, так как воск у пасечников покупаю натуральный. В церковь не хожу, ходить даже за свечами, и нет там натурального воска. Делала такой вывод. Инга, ваши ритуалы спасли меня от банкротства и тяжелой депрессии. Я сейчас совсем другая. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы есть. Написала Евгения Р. Вот она. Давайте дальше посмотрим. Послушаем теперь. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яночка и все жители Ведьминой избы. Не умею рассказывать коротко, но постараюсь, насколько это возможно. В общем, в 2020 году, в феврале, Инга начала со мной работать. Работала со мной долго, по сентябрь. В общем, так сложились обстоятельства, что в Омске было мало работы, и мне вынужденно пришлось ехать. Ну, предложили, и я не отказалась. Поехала в Анапу работать в сфере туризма. Вот, все лето пробыла там, проводила ритуалы каждый вечер перед сном и утром перед работой. И вот, видимо, то, что пандемия или еще что-то, в общем, как-то то хорошо шла продажа, то плохо. В общем, проявила такую слабость, пожаловалась Инге, на что она мне дала волшебный пендель, Правильно. душ на голову. Говорит, Анжела, не ной. Плохие продажи надо взять и делать ритуал на хорошие продажи, а не плакать. Понимаете, почему говорю? Столько вам дано, вместо того, чтобы все сделать, сразу, ой, что делать? А вот продаж нету, а что мне, а куда мне идти, а что мне делать, а как мне спастись? Ну, ёкаламэне, я знаю Анжелу, я знаю, что они с мужем, когда и с сыном поехали, тоже бизнес открыли, тоже в Анапе. И когда все конкуренты были в шоке от того, что просто эти люди заработали, ну, нормальное так количество денег, в отличие от местных даже, и прочее. То есть люди забывают. Тогда помогало, все было хорошо. А сейчас, если нет продаж, что надо делать? Надо делать ритуал. Опять же, чтобы помогло. Почему-то вот у людей короткая память, реально. Один раз помогло, два раза помогло, третий раз, ой, а что-то ритуал, вот нету продаж. А вот тогда что ты делала? Ритуалы. Ну и все. Вот тебе ответ. Берешь, делаешь. Делаешь, и опять то же самое будет. Люди такие. Люди сразу же в панику, сразу же в ужас. Ой, блин, а что делать? Так а что делать? А ты тогда что сделала? Ритуал сделала. Ну и в чем проблема? Ну вот я просто подумала, может быть, надо еще что-нибудь.
Не надо ничего, надо просто сесть и делать то же самое, что тогда сделала. Если у тебя, извиняюсь, живот крутит, что ты делаешь? Пьешь таблетки, предположим. А вот сейчас опять крутит живот. Что надо делать? Таблетки пить. А я вот думала, может быть, что-то по-другому надо. Ну и все. Время сейчас. В общем, я тряхнулась. Думаю, так, что это я расслабилась, давай, как говорится, и задницу в кулачок и вперед. Вот. Ну, после возвращения в Омск мне пришлось заново искать работу, потому что, как говорится, здесь нужно было тоже чем-то заниматься. Сезон в Анапе закончился, летний. И вы знаете, я приехала, работы нет. Вот, ну нет, и все ее. Я опять жалуюсь Инге, говорю, так и так. Говорю, что-то опять не слава богу. Она говорит, Анжела, ты опять ноешь? Что такое? Ну, в общем, опять меня отругала. И я такая думаю, правда, а что я опять ною-то? Господи, ну давай, проводи ритуалы там на Вот, открытие дорог, пришли к этому. найти работу и предназначение. В общем, проводила у реки. У людей сразу начинается паника. Почему вы так устроены? Вот так слабо устроены. Один раз получилось, получится и второй раз, и третий раз, и 20 раз, и 125 раз. Понимаете? У людей паника. Они вот тогда провели, все хорошо, а сейчас пришли. Конечно, не удивляйтесь, я же вам говорю, мир такой, пока мы живые, будут препятствия, постоянно эти пандемии, хрен знает еще что-нибудь. Как только что, опять обращаться к этим силам. Или вы думаете, что они одноразовые? Один раз обратились, ну и все. А сейчас что делать? Сейчас то же самое. То же самое. Рецепт у вас есть. Вы уже не раз и не два это делали. Все, делайте дальше. В чем проблема? У людей сразу паника. Сразу ужас, шок. Ой, блин, а что вот перед каждой какой-то трудностью? Ну что это такое, а? Людей, извините меня, режут. Живем. Вот она трудность, вот она ужасающая смерть. Это страшно. Я иногда просто это представляю, и у меня аж все внутри переворачивает от этого ужаса. Вот где страшно, вот где плохо, вот где что. Здравствуйте, уважаемая Чуть-чуть перемотаю я. Инга, уважаемая Яночка и все жители Ведьминой избы. Да что ж такое? Не умею Нажал не туда и рассказывать по новой. коротко, но Вот. предсказаниях на 21 год, что это год сиятельного льва, и может быть то густо, то пусто, потому что у льва бывает, как говорится, то он ест от пуза, то иногда и голодает. Я такая думаю, так, наверное, наступили вот эти голодные времена. Для чего они мне даны? Стала анализировать. Занялась домом. И, кстати, мы за 20 год сделали гораздо больше ремонта, чем за несколько лет. То есть мы его практически закончили. Дом строили сами. В общем, все делали своими руками. Вот то на одно денег не хватало, то на другое. В общем, тут как-то так вот все сложилось. И самое главное, что это сложилось так вовремя, что в этом году весной цены так подпрыгнули на стройматериалы. Я такая смотрю на Да. цены и думаю, ого, вот это да, вот это вовремя мы успели. Сейчас бы в 3 раза дороже нам это обошлось. Вот. И потом, когда стала просматривать, опять анализировать, что я проводила для того, чтобы у меня вот все улучшилось, и я посмотрела, а этот спасительный ритуал я обещала отправить Инге на алтарь, и я должна была на безымянную могилу отнести откуп. И я ужаснулась, думаю, ого, я этого не сделала, почему? Я просто забыла, и, видимо, духи, силы, они мне вот так напомнили. То есть они Да. меня лишили работы. Я чуть ли не с последних денег пошла, купила все то, что нужно было, унесла, попросила прощения на безымянной могиле, поблагодарила за то, что мне дали на тот момент, когда я просила. Отправила Инге на алтарь. Ну, скромный подарок, скромный, ну, что могла, как говорится, то отправила. Хотя хочется, конечно, что-нибудь более ценное. Но реально не на что было. Вот то, что дома было, то и отправила. И стала опять проводить серию ритуалов. Стала делать чистки, открытие дорог. Дома на приусадебном участке случайно попалась мне лягушка. Причем дважды. Там в течение недели где-то я сделала ритуал «Отдать беды лягушке». Проводила в ритуалы фортуне, на призвать везение. В общем, много проводила ритуалов. И, в общем, и что-то вот
Вот работа то есть, то нет, то есть, то нет, то густо, то пусто. И я как взмолилась, говорю, Господи, ну что ж такое-то, силы, духи, боги, кто меня слышит? Ну что опять за проверка такая? Ну почему у меня опять не складывается с работой? Почему кому-то прощают там миллионные долги банки? Как люди закрывают быстро вот эти все кредитные свои обязательства? Ну хотя бы покажите мне, как это сделать. Ну хотя бы покажите, чтобы я смогла от этого избавиться. Потому что, как Инга говорит, вот эта вот денежная воронка долгов, она тебя очень сильно тянет. И, в общем, из последних, что вот я проводила, это вот 6 храмов Фортуни, 7 Трушанов. И вот я взмолилась, в этот же вечер провела, сама переписала, и на следующее утро меня позвали на работу. И чтобы вы понимали, сейчас я работаю 7 дней в неделю, без выходных. Но я не ною, не плачу. Я благодарна. И опять моя зарплата такая же, как я получала, когда работала в Москве. То есть это, ну, если по городу смотреть, в 2-3 раза больше, чем люди зарабатывают, сидя там в офисах, да, то есть как бы... А я сейчас скажу, почему так. Потому что ты холерик. Вот пример для всех холериков. Самый замечательный. Холерик. Когда ты начинаешь сама себя жрать, вместо того, чтобы расслабиться, сесть, просто подумать, что лучше провести и с чего начать. У тебя и начинается паника. Смотри, ты говоришь, мы поехали в Анапу, заработали хорошо. Мы довершили ремонт и строительство дома до конца. И при этом деньги нам хватало за все, да? Мы поехали туда, мы то это, то. То есть вы за это время же не только ремонт делали, вы еще и кушали, пили, одевались, ездили куда-то и так далее. То есть тебе смотри, сколько всего дали. Тебе дали возможность довершить то, что ты сделала, начатое, полностью сделать. При этом тебе было что есть, на что жить этот период, когда ты это делала. Дальше в Анапе тебе дали возможность хорошо заработать. То есть ты весь год ни в чем не нуждалась. Но опять у тебя начался страх. Вместо того, чтобы сесть и сказать, ну если бы они мне не хотели помогать, то они бы столько не сделали для меня. Тут что-то не то. Может, я не то делаю. Или страх, внутренний страх, он перекрывает вот эту энергию, денежный поток, и он тяжело идет. Вот и все. Тяжело имею в виду, что ну, недели 2, так, не больше. Это холерик. А ты смотри, сколько тебе дали. Тебе столько дали. Ты все довершила, сделала и жила нормально, и ни в чем не нуждалась. Просто сейчас, вот в данный момент, какое-то затишье. Это должно быть. Ты должна немножко передохнуть, отдохнуть. Не всегда воспринимайте это как наказание, как там прямо убивают, без денег остались, умрем и так далее. Понимаете? Это, это не наказание. Это, как вам сказать, это как стоп. Это немножко торможение, что подождите, отдохните. Знаете, такое, кто много работает, тот будет самый богатый человек на кладбище. Это желание сил, чтобы вы набрались энергии, чтобы вы немного уделили внимание себе, а потом снова пойдет. Не может такого быть, что они столько помогли, и перестали полностью помогать, и все больше помогать не будут. Но есть люди, холерики, у них страх. Им 2-3 дня нет продаж, паника, ой, что делать, ой, не знаю. Спрашиваешь, ты за месяц заработал несколько миллионов, больше, чем все твои конкуренты тут продающие. Правильно? Правильно. Ты поехала отдохнуть? Да. Ты машину купила? Да. Ты квартиру дочери смогла купить за 2 года? Смогла. Ну так в чем проблема? Если они столько давали, почему ты уже отключила это все? Они, ой, да я это уже и забыла, и не... Почему забыла-то? Не надо забывать. Если они один раз дали человеку, нет такого, что вот тогда давали, и сейчас все резко прекратили, больше не помогают. Такого нет. Просто есть передышка. Нужно посмотреть на себя, заняться. Иногда человек, когда работает постоянно, ему некогда оглянуться, смотреть, некогда о себе вспоминать. А тут тебе дают недели 2 подумать о себе. Ты же с голоду не помираешь? Нет. А потом раз, и тебе опять дают ту работу, которая наверстает все эти
расходы все это время и так далее. Вот так вот. Тормозите себя, сразу не подайте в панику, в оцепенение. Все, ужас, кошмар, все, конец жизни, больше не помогать. Что делать? Время дали на себя, немножко подумать и понять, что вы хотите. Вот Настя, Анастасия Агич. У нее тоже были такие панические времена. Не буду рассказывать, как и что. А потом она поняла, ей дали это время для того, чтобы она поняла, она может своим творчеством заняться. Теперь человек занимается этим, зарабатывает, и у нее есть большое будущее. А если бы она день и ночь работала, у нее не было бы просто времени на это, даже задуматься над этим. Приходила, падала спать, потом снова работать. А так дали время подумать. И она решила, да я сама могу на себя работать и больше зарабатывать, чем на чужого дядю. Нахрен мне это надо? Пожалуйста. А так-то была паника. Вы понимаете, не всегда то, что кажется плохим, на самом деле плохим является. Иногда силы вот таким образом нам дают пинка, знаете, для ускорения. Они меняют резко нашу жизнь. Еще раз вам объясняю, нет проблем, есть новые возможности. Проблем не существует, есть новые возможности. Одна женщина сломала себе ногу. После больницы не могла идти на работу. Ей пришлось все эти бумажную волокиту, значит, потащить домой, поскольку она была бухгалтер. Во-первых, она выявила очень много фактов, где все это сваливалось на нее, как на бухгалтера. И она поняла, что в скором времени она просто сядет в тюрьму, если так дальше пойдет. Поэтому она все эти бумаги переделала грамотно, перекинула туда, куда надо, с подписями со всем остальным, убрала все это, эти следы. И потом взяла и уволилась. И через некоторое время, когда начался судебный процесс, она совершенно была ни при чем. То есть ей дали эту возможность, а иначе она бы села лет на 15, понимаете? А ей сломали ногу, она тоже, наверное, паниковала, переживала. А тут оказалось, что это не просто так. Когда мне устроили травлю в школе, когда меня достали, когда мне просто каждый урок заходили при детях, чуть ли не унижали меня, хотя я сказала, что я не собираюсь отступать и уходить, но потом я поняла, что я очень зря это делаю. Нахер мне нужно свою жизнь тратить на это болото. Я разозлилась и ушла. Через некоторое время у меня появилась возможность уехать в Москву, и у меня совершенно другая жизнь. А если бы я упертая сидела в этом болоте, загубила бы и свои знания, и свою жизнь, и все такое, ради чего? Ради тупого принципа, что я не уйду. А меня выгоняли просто, мне говорили, это не твое место. Я тоже паниковала, я тоже переживала. Я не хотела заниматься именно магией, я хотела именно профессионально преподавать историю. Но мне сказали, нет, ты этим заниматься не будешь. Твоя дорога совершенно иная. Понимаете, вот о чем речь. Да, не зря сказал, все делается к лучшему, это не просто так сказано. Слушаем дальше. Пробудите антитела. Доброе время суток, вот я читаю. Там уже сказано, Олеся. Разными, если разными, значит разными. Если сказано обязательно одинаковым, значит одинаковым. Вопросы здесь не задаем, там все сказано. Доброе время суток, уважаемая Инга, доброе время суток, подписчики канала и гости. На днях сделала тест на антитела G, М и так далее. Как требует на работе, я работаю с детьми. Предварительно провела ритуал 3 дня к ряду. Результат ошеломляющий. 800-409 с половиной 39 антител. Положительный, М отрицательный. Все в шоке. Я тоже. Низкий поклон и так далее. Пожалуйста, это насчет антител. Для тех людей, которые отказываются от этого яда для экспериментов над людьми. Так, вопросы и ответы, часть вторая. Здесь пишет вот женщина Галина Гапоненко. Добрый вечер жителям канала. Может, не в тему, но заранее извините. Все пишут, как усиливать свои блага и с ритуалами. Всеми уважаемые Инги. А я сегодня благодаря ритуалам осталась жить на канале с 2019 года. Делаю что-то периодически. Сегодня, приехав на рынок в 8:30 утра, из-под капот пошел дым. Подняв капот, а там подняв капот, а там огонь. Рынок пустой. Только не русские со своим товаром. Пока я искала хоть кого-то впереди с огнетушителем, эти мужчины сняли клеймо и потушили огонь. Если бы я поехала домой к подъезду,
Людей нет, воды нет. Мой сын и дочь могли остаться без матери. Машина горит 3 минуты. Очень рада. Ну вот, пожалуйста, вас духи, собственно, помогли, спасли. Только я хочу попросить вас, уберите этот термин «не русский». Это некрасиво звучит, правда. Люди. Такие же люди, как и все. Были вот люди, были продавцы, там, работники рынка. Можно же так сказать, правда? Вот были не русские. Вот когда говорят, вот там стояли не русские, там вот это очень некрасивое выражение. Там люди стояли. Люди. Вот когда, знаете, когда медаль завоевывают для России, никто не говорит, не русские завоевали медаль. Говорим, русские бойцы, российские чемпионы, российские, там, не знаю, атлеты там принесли нам золотую медаль. А когда вот что-то там такое, вон там не русские стояли, вот это не русские были там. Зачем это надо? Какая разница, русские были они, не русские, китайцы. Люди стояли, подошли, помогли. Вот и все. Вот мужчина спас там ребенка, вынесли с балкона, в общем, горячего этого дома, да. И вот говорят, вот парни из юга или таджикские, вот рабочие, там хорошие люди, вот помогли. Тогда говорят именно национально. А когда что-то такое, вот там не русские стояли, вот там не русские продавали, там не русские продают, там не русские ходили. Вот тогда не русский парень там стоял, как раз помог. Некрасиво. Ну, если вы хотите подчеркнуть, можно сказать, там, ну, южане, ну, кавказцы были там и так далее. А вот это слово, я вообще не понимаю, какая разница, не русские это были люди, русские были, китайцы, помогли вам, подошли, понимаете? Вот в этих словах не русские, это уже презрительный термин. Ведь они же не говорят, что там русские стояли, когда вот там русские продают, там же говорят, люди продают, или там продавцы, подойдите туда-то. Вот это некрасиво. Это мещанство, и это... Да, иностранцы пускай будут там, ну, пусть будут, ну, из других республик. Если уж прям надо говорить и акцентировать. А если не надо, то вообще можно и ничего не говорить. Просто люди. Люди подошли, мне помогли. Я так считаю. Что это правильно, это говорит о вашей нравственности тоже. Я ж не говорю, вон там эти были, вот там вот хохлы стояли, продавали, или молдаване мне там сказали спасибо. Я говорю, люди написали, люди благодарят. И все этим сказано, правда ведь? Люди, люди и не люди. Есть две национальности на земле, как сказал Толстой. Человек и не человек, и не люди. Так, давайте дальше. Там, помните, таджикская девочка, которую там убил педофил и вынес в сумке, точнее, пытался вынести, его поймали и так далее. Вот это вот страшная история. И вот все эти русские соседи очень сильно поддержали эту семью. Очень переживали люди, искали и очень сильно поддержали. Если бы не их поддержка, эта женщина, наверное, сошла бы с ума. И в итоге она попала в больницу. Даже сказали, что она была при смерти. И, к сожалению, сейчас не знаю, что там с ним. У них один ребенок больной, неходячий. И вот эту девочку, которую убил этот, с позволения сказать, нелюдь. И вот там были соседи. И они не сказали, это не Руси, не русские, надо... Они говорили, вот соседка, хорошие люди, вот так вот с ними. Это все говорит, как вам сказать, да, это все человеческие качества, вот и все. Какая разница, кто ребенка? Ребенка убили абсолютно мирных людей, он рабочий, она где-то там работала тоже, в общем, и совершенно безобидные, обычные, нормальные люди, с которыми так бесчеловечно обошлись. Понимаете, никто не сказал, вот он русский парень, его не надо. Все его проклинали, ненавидели. Так какая разница, кого он убил и чего он, кому он подошел? Он бы точно так уже и убил бы русскую девочку. Какая разница такому упырю, кого убивать? Не хочется перемат в эфире, но он этого достоин. Так что уберите этот термин, он вас не красит, никого не красит. Так, давайте дальше посмотрим. Еще есть, да? Этери Ткаченко пишет, пробудите антитела. Добрый день, уважаемая Инга. Хочу поделиться результатом. После проведения этого ритуала начну с того, что к вечеру поднялась температура 38,5, а дома, как бывает,
В такие моменты не было ни таблетки. Я собрала все свои силы и провела этот ритуал прямо сидя на полу, так как боялась, со стула свалюсь. Буквально через полчаса температура начала снижаться, а утром самочувствие было хорошее. Лишний раз подтверждаю всю действительность, действенность ваших ритуалов. Да дарует Боги вам здоровье и так далее. Я рада за вас. Да, антитела, которые сразу же помогают. Я же сказала, это же не только для этого вот времени, это навсегда. Пробудите антитела, которые тут же сожрут то, что, скажем так, лишнее, то, что не ваше, то, что создает вирус в организме. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яночка. Я впервые решила оставить свой отзыв о проведенных ритуалах. Как всегда, как все, наверное, начинающие, я тоже волнуюсь. Любой проведенный ритуал дает результат. Вот никогда в жизни не поверю, что у кого-то что-то там не вышло. Вот выходит даже просто, когда ты смотришь ритуал, еще просто его записываешь, и уже начинает Вселенная шевелиться. Это просто какое-то вообще чудо. Я не могу даже найти этому объяснение. Очень много информации. Уважаемая Инга, я просто за вами даже не успеваю. Я изучаю, продолжаю изучать канал. У меня нет желания задавать глупые вопросы, потому что все надо читать, читать, слушать, слушать. Самое яркое – это скатерть-самобранка. Да, я, может быть, скептически где-то в первый раз отнеслась, но после того, как я это прочитала, я сама не понимаю, откуда это берется. Я теперь смотрю клипы девочек, и я говорю те же самые слова. Я не понимаю, как у меня наполняется холодильник. Я потратила на продукты 1000, на 1000 я тут же мне пришла работа. Я работаю на себя. Я завишу полностью от людей, от приходящих. И в то же время, только я подумаю, мне надо вот это купить, ко мне приходит эта сумма в виде работы. Да я согласна пахать, работать, лишь бы они приходили. Я очень-очень благодарю. Низкий поклон вам за все. Также я проводила ритуалы. Я практически каждый день провожу 9 фартовых монет. На исполнение желаний на тень. Мое желание исполнилось. Помощь из ниоткуда – это уже как отче наш выучила. На похудение, на напиток тан. Я купила фортуну, покупаю для нее камушки. Ритуалы для фортуны однозначно рабочие. После того, как я стала проводить ритуалы для фортуны, я поняла, что надо, наверное, начать с чисток. Спасибо за комментарии. Кто давно на канале, я беру информацию от них. Я начала проводить чистки. Это вообще что-то. Я не думала, что это так может вообще срабатывать. Но просто это срабатывает. Были моменты, что я себя не очень, может быть, хорошо чувствую, но я продолжаю, я методично каждый божий день продолжаю делать ритуалы. Еще раз большая благодарность, низкий поклон вам. Всего доброго. Я уже про скатерть-самобранку говорила, и очень много сказано о том, что просто из ниоткуда, вот ни с того ни с сего начинают родственники отправляют там благодарность и так далее, и так далее. Значит, не первый раз это дело, поэтому, просто вот начинать продукты отправлять отовсюду. Но вы понимаете, что все созданные ритуалы это на основе древних поверий и прочее. Понимаете, как все, что вошло в сказку, было когда-то былью. То есть это ритуалы магии, это ритуалы ведьм, которые просто вошли в фольклор. И можно их просто понять, между строк прочитать и провести то же самое, то есть дать людям, что надо делать. Еще раз вам напомню, что можете уже отправлять голосовые. Все, кто желал, там результаты любые, именно денежные, там чистки и прочее, все, что хотите. Так что отправляйте, только пишите для чего. И мы снова в ближайшее время снимем.
Так, еще несколько там сейчас сделаю. Полухина Ольга, вот пишет здесь, под ответ ведьмы на ваши вопросы. Хочу поделиться своим наблюдением. Я только еще прослушала ваш ритуал «Скатерть-самобранка». Вот еще написали. Но сама не проводила, и уже на следующий день у меня холодильник был забит продуктами. Мне пришло из неожиданных источников. Хотя я лишь прослушала ритуал. Ну, пропустили через себя осознание, и получилось. Это настоящее чудо. Могу представить, какой силой обладают ваши работы, если их проводить регулярно. Они очень сильные. Они сильны до того, что мне иногда страшно становится, потому что как бы я это ни делала, как бы я, то есть сама не проводила, как бы я не была в этой сфере и не жила бы этой жизнью, вообще вся моя жизнь магия, в любом случае есть вещи, которые, ну, ты понимаешь, что тебе дано, через тебя сообщать людям, это ж не твое собственное, и тебе становится не по себе, а от результата даже самой. Давайте так, дальше. Ирина Вяткина, вот пишет там под этим. Как вы во всем правы. Моя знакомая была на вашем канале больше 2 лет. Слушайте внимательно. Очень здорово поднялась. У нее был магазин очень дорогой одежды. И в один миг решила, что ей этого мало. Пошла в храм исповедаться. В результате в ее магазине произошло короткое замыкание, произошел пожар. Все сгорело. Квартиру отобрали, банк за долги. Она стала здорово выпивать. Недавно звонит и жалуется, что боженька ее наказал. И надо снова начинать читать ритуалы Инги. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Шастать по каналам, как Колобихина корова. И еще надеяться, что ее боги вселенной услышат и спасут. Таких предателей во все времена презирали. И мироздание, естественно, наказывает по делам. Дорогие друзья, вот я к чему. Что если вы обращаетесь к этим силам, потом туда идете, сюда идете. Ну, знаете как, смотря как вы ушли. Если вы просто перестали эти ритуалы делать, это не значит, что эти ритуалы вас будут наказывать, боги будут вас преследовать. Нет. Если вы перестали делать, вам перестали помогать. Все. Но если человек пошел, исповедался, может быть, и грязные выражения, там, может быть, где-то поддерживал дерьмо против меня, скорее всего, так. Естественно, этого человека наказали построже и более жестоко за то, что человек, то есть за все хорошее делает зло, да, возвращает злом и сплетнями. Я так думаю. Потому что просто перестать делать, они просто перестанут вам помогать. А если человек после всего пошла исповедоваться в этом всем, бросить это все, ну да ладно. Ну и дальше, скорее всего, поддерживала грязь, да, которую писали. Если ходит по разным каналам, наверняка где-то и написала пару грязных слов, мой адрес и прочее, прочее. И в итоге, пожалуйста. А теперь она говорит, я хочу снова делать. Так не надо делать больше, не советую. Они вам больше не помогут. Духи, силы, боги, да вообще и люди не любят непостоянство. Они не любят предателей. Предателей нигде никто не любил. И поэтому тут о чем речь вообще? Что тут? Так, а зачем мне порчи делать, если есть защита, защитный круг ведьмы называется, и любой, кто делает зло, оборачивается против него это зло, а ведьме оборачивается добро. Послушайте меня, был такой случай, когда дети взяли и сожгли кота, ведьминого кота. И она сказала, что через 5 лет каждый из вас умрет такой же смертью. А когда спросили, почему через 5 лет, она сказала, потому что 5 пальцами рукой вы сжигали. Вот 5 лет вам срок. И через 5 лет один сгорел в тракторе, другой сгорел на производстве. Они все сгорели. Кстати, те дети, которые мучают котов, они потом очень плохо заканчивают. У них в жизни потом очень плохая дорога идет. Очень тяжелая судьба, и они умирают молодыми. И то ли от рака, то от туберкулеза, мучаясь, умирают. Это уже, проверено и не раз в этой жизни. Те, кто мучает животных, очень страшно потом заканчивают свою жизнь. Так вот, они сделали ей зло, а вернулось это зло и на их голову. Понимаете, хотя она не сделала ничего. Но есть
ведьмин круг, защита. Эта защита, она создана таким образом. Идет по кругу, бьет по тем же, кто это начал. Это всегда. Вот смотрите, то же самое. Любая кампания против меня заканчивается позором, провалом этих людей. И больше людей приходят ко мне, и больше благодарности в мою сторону. Разве не так? Казалось бы, то, что направлено на зло, оборачивается добром для меня и злом для них самих. Вот и все. Поэтому мне не надо каждому второму делать порчи. Зачем? Порчи я сделаю, когда вижу, что человек реально мне мешает жить, и надо его просто убрать с дороги. Вот и тогда я сделаю. А ну, могу делать так на одержимость, чтобы человек на весь мир опозорился. Ну и так возможно. Человека в голове ничего, Илона. Если человек глупый, то он приходит на время к богам. Ну, понимаешь, как там сказано, человек сомневающийся, человек неустойчивый, он похож на волну. То есть, понимаете, он похож на волну, которая то сюда, то туда. Вот куда ветер дунет, туда идешь. Вроде станешь говорить, объясняешь, послушай меня, ты опять себя вгоняешь в рабство. Зачем тебе это надо? Эгрегор нищеты, там, где поощряется мучение, где каждый должен мучиться и так. Вы все говорите, почему мы мучаемся, а каждый идет, когда крестится, что вы говорите? Да, Господи, я принимаю твои законы. Да, так и будет. А там что сказано? Раб не лучше своего господина. Я мучился, и вы должны мучиться. Правда ведь? А человек говорит, да, так точно, мы тоже согласны мучиться. А потом, а что мы мучаемся, а почему так? Да потому что вы подписываетесь под контракт, который даже не читали. Вот о чем речь. Вот. И если человек, ну, человек, понимаете, человек хочет и того, и этого на 7 стульях сесть, так как хочет? Он хочет показаться обществу святошей, хорошей, верующей, такой, что вы, колдовство, да никогда в жизни. А к духам идет «помогите мне». Лицемерие. То есть он хочет выглядеть в хорошем свете, но в то же самое время обращаться к этим силам. Хотя никто не копается в твоей жизни, не спрашивает, кому ты веришь, что ты проводишь, правда? Но человеку хочется так. Ну и пожалуйста. То есть хочется и, извиняюсь, посношаться где-нибудь с чужим мужиком, но в то же самое время выглядеть замужней, достойной, благочестивой дамой. И в итоге кто ты? Вопрос. Да, я не шалава, но немножко так хотела просто так слегка попробовать. А так-то я не такая, я хорошая. Ну, просто хотела чуть-чуть того, так, налево слегка пойти. Ну, так-то я хорошая женщина, так-то я верная. Ну, просто так пару раз-то хотела, и все. Вот одно и то же. Так, и последнее читаю, заканчиваем, и дальше потом уже. И еще раз говорю, жду ваши голосовые вновь. Вот как раз сейчас. Почему я сейчас говорю? Потому что, когда спрашивают, когда, чего, путаемся. Вот когда говорю, что вот сейчас можете отправлять, значит, сейчас я настроена это соберу и снова сниму эфир. Инга, доброй вам ночи. Извините за поздний смс, но эмоции бьют ключом. Благодарю вас за все, как ни странно, это звучит, но... А, нет, вас за вас. Как ни странно это звучит, но по-другому сказать не могу. Я ваша подписчица уже полгода. Признаюсь честно, поначалу боялась смотреть, потом пришло какое-то осознание правильности ваших действий. Провела, не ленясь, несколько ваших ритуалов по деньгам, но хочу сказать, что в самое мое сердце лег ритуал Хачмерюки Чорса Екан. Это армянский ритуал на деньги. Хоть я русская, но с третьего раза запомнила слова наизусть, как «Отче наш». И еще ритуал на доллар. Он реально работает. Слова трачу их и трачу, а их еще больше у меня, сбывается с арифметической прогрессией. Я вам еще раз говорю, магия – это точная наука. В магии должна быть логика во всем. Это там. Вызвать богатство пластиковыми кружками никак невозможно. Это же вызов богатства. И прочее, прочее. Понимаете, о чем речь? То есть хочу сказать, что... Да, кстати, пока не забыла, крещение ведь это закрытие как раз вот этого глаза видения, да, третьего глаза. Вот те, которые кичатся, что они крещенные и очень верующие, и очень сильно ясновидящие. Крещение христианства, он закрывает третий глаз. Так что это так, к слову. Так, читаем дальше.
И еще ритуал на доллар. Он реально работает. Слова трачу их и трачу, а их еще больше у меня сбываются арифметической прогрессии. Пока, конечно, речь не идет о миллионах, но на моем уровне это реально круто. Инга, дорогая, простите за такое вольное обращение, но я в огромнейшем восторге от вашей работы. Спасибо вам от всей души за ваше к нам внимание. Как бы мне хотелось встретиться с вами лично. Это к тем людям, которые, ой, даже если у вас сбывается, потом бесы, черти вас, там, не знаю, какую-то херню несут. Человек есть хочет, вашу мать, сейчас. Он проводит мой ритуал, ему отправляют деньги, он может есть, покормить свою семью. Ему плевать, какие бесы и черти, чего там и как далее. А вы говорите, нет, ты с голода сдохни, а бесы и черти это дают, это нехорошо. Истинно христианская просто, знаете, психология нищеброда. Ты не проси, не живи хорошо, умирай с голоду, попадешь в рай, все будет хорошо, но сейчас-то ты не должна хотеть хорошо жить. Это нехорошо, это бесы, это черти, говорит жирный поп с бриллиантовым кольцом на пальце. Почему их-то бесы, черти не терзают? Вот я хочу понять. Почему они на Мерседесах ездят, почему у них особняки, почему у них миллиарды в доме, и бесов, и чертей они не боятся? Потому что знают, что это все фигня. Денежная сила, она дается богами, а не бесами, чертями и прочее. Бес черти предназначены вообще для другого, я уже об этом говорю. Вот о чем речь, понимаете, чтобы человек даже не желал хорошо жить, потому что это нехорошо. Это плохо. Человек говорит, я сделал ритуал, мне помогло. Мне было чем жить, на что кормить семью. А, это сейчас помогло, а потом смотрите. Так потом куда смотреть, если он с голоду помрет, если он лечиться не сможет? Ему смотреть уже некуда, его уже не будет просто. Нет, ты умри, но лишь бы не живи хорошо, чтобы вдруг какие-нибудь моральные уроды не сказали, что это нехорошо. То есть жить хорошо – это нехорошо. Вот о чем речь. Я так люблю общаться с умными женщинами. Да, именно женщин, поскольку в наше время умных женщин практически не осталось. Инга, я недавно наткнулась на какие-то ролики, где вас реально обсирали, простите за слово. Но это так, знаете, было настолько негодование, как будто оболгали моего родного человека. Написала в ответ такой разъебон, мама, не горю. Но почему-то так в нашей жизни завистников, лицемеров больше, чем нормальных людей. Да не сказала бы, что там больше. Там всего лишь 60, 70 или сколько, или меньше неудовлетворенных больных баб. Не обращайте на них внимания, они никто. Кто они такие? Они абсолютное ноль. И чего они добились за то, что столько времени гавкают? Ну, чего они добились? Добились того, что почти 100 тысяч добавили на мой канал. Спасибо им большое. Молодцы, они хорошо пашут. Спасибо, что вы есть в моей жизни. У меня теперь есть тетрадь с названием «Помощь Инги Хосроевой». Я туда пишу все самое нужное. Мне ритуалы, шепотки, про шепотки отдельный разговор. Крест над куполом, да на твои дела ляжет, сыграл свою роль в моей жизни. Вы умница. Я практически никогда не хвалю, в вашем случае не могу сдержать эмоции. Сейчас на очереди помощь дочке, надеюсь, а вернее верю, что поможет. Благодарю вас многократно. Ой, ну вот Господь наградить не надо. Я не от Господа Яхвы работаю. Он никому ничего хорошего не делал за 2000 лет и делать не собирается. Забудьте про него. Он не любит людей. Яхве не любит людей. Ему плевать, ему крови надо, боли надо и страданий. Да оставьте вы его в покое. 2000 лет вас он привел в тупик, в разорение, в ненависть, в войны между собой. Ну что он дал человечеству? Ничего. Дальше. Добрый день, уважаемый Инга. Ваш данный заговор просто чудо. Благодаря ему я продала щенка нашего добермана, назвав в ритуале просто будущий хозяин щенка. Не знала, кто купит. Также муж нашел отличную машину для работы. Я сказала, бывший хозяин нашей будущей машины. Читала в «Сумерки», сработало очень быстро. Вот не написала, к сожалению, какой ритуал она имеет в виду. Ваши ритуалы с алтарями, но, к сожалению, мне часто мешает нехватка времени, не позволяет мне наслаждаться вашими дарами. Но я так хотела и так далее, и так далее. С уважением, Юлия. Хочу вам объяснить, дорогие люди. Сейчас, секунду. Обозначу, до какого места мы читали. Вы понимаете, в чем дело? Что людям нравится ритуалить, вот так скажем, да? Людям нравится
проводить ритуалы. Они идут к алтарю как на свидание. Они делают это в ожидании чуда. Это не просто трата впустую времени, что вот какие-то тетеньки, которым делать нефиг, они сидят там, какие-то разноцветные свечи положили, поставили, зажгли, и вот просто какое-то непонятно что делают. Они просто знают, какие результаты дают эти ритуалы. И каждый раз, когда они это делают, такое ощущение, что они идут просто, как вам сказать, вот за чудом, вот стоят в очередь за чудом, и вот говорят, так, вот теперь ваша очередь. И вы, значит, бегом побежали за этим чудом, говорите, ой, мое, давайте, это теперь это мое, мне отдают. Вот то же самое состояние, когда люди делают ритуалы. Потому что они не просто делают. Вот, они знают, что после того, как сделали, у них есть цель, понимаете, они целенаправленно идут проводить ритуал. Вот для чего-то. Это ж не просто они приходят благодарение богам каждый раз делать и обратно. Им нужна там, не знаю, какая-то определенная цель. Получить дом. Вот они сделали, они знают, в скором времени у них полностью будет все возможности этот дом получить. Они сделали продать машину, начитали, например, и они знают, что в скором времени они продадут. И они просто уверены уже настолько, что вот мне что-то надо, ой, я сейчас пойду домой и сделаю ритуал, и все будет хорошо. Я же знаю, что сейчас получу. То есть с полной уверенностью, потому что они один раз получили, два, три, а настолько они уверены в этом, что никаких даже тени сомнений нет, и поэтому они радостно идут делать, зная, что, сейчас я проведу, через 2 дня, 3 максимум это уже все уладится. Понимаете как? Вот это самое правильное, это и есть цель моей работы, чтобы человек уже 1000000% был уверен в помощи сил. Все, я сейчас сделаю, и все нормально. Вот сели дома, сказали друг другу, ой, надо машину продать, новую купить. Да вот как продать сейчас? Вот сама понимаешь, после этой пандемии люди там деньги экономят. А ты говоришь, а мы продадим. Вот через несколько дней спорим, машину купят. И он такой, да ладно тебе, опять со своими бабскими сказками, с этой ведьминой избой уже слыхали. И ты говоришь, а вот давай поспорим. Это я рассказываю этот момент, когда она пошла и сделала ритуал. Она сделала, днем, выходной день ритуал. Значит, в 7 вечера позвонил мужик. Ему очень понравилось. Он аж до такой степени прям спешил, боялся, что эту машину купят, что распечатал это купи-продай, значит, принес. Они тут же подписали это все, заполнили. Деньги он взял. Он пришел в шоке, говорит, слушай, а что там за канал? А что там это сам? О чем там? А ну-ка. А потом он начал напоминать, о фортуне вот ты розы купила, а вот это ты поставила, а может благовоние. И теперь, говорит, он звонит мне оттуда, говорит, может тебе что-то надо, какие-то благовония, травы, там, ты скажи, я куплю, привезу. О чем я хочу вам сказать? Еще раз напомню, природа женщины и отношение к магии женщины и мужчины. Женщина верит и получает. Мужчина получает, когда верит. Вот они такие. И мужчина к этому более корыстно относится, чем женщина. Мужчина больше будет об этом думать, переживать, еще и гнать жену. Иди, делай, ты эти ритуалы должна делать, иди. Когда он видит результат, конечно, он будет смеяться, потому что этих каналов дофига, и всяких книг магии до хрена, и все там что-то читают, что-то начитывают, что-то выливают, и так, тем более, что мужчины немножко боятся этого всего. Так вот, ты делаешь один раз, и правда, машина продалась, он в шоке. А он потом говорит, вот, что-то заказов нет. Ты говоришь, а я сейчас проведу, будут у тебя заказы. Ты провела на семью благополучие деньги, потому что это же ваши общие деньги, да, семья. Заказы пошли, он в шоке. Слушай, а правда заказы, прям звонят вообще весь день. Потом еще что-нибудь, понимаете, серьезно, вот помогает. Все, у него сомнения отпали. Он не понимает, он не знает, как объяснить, как это работает. Он не будет об этом думать, потому что мужчины, они все логично расставляют. У них нет такого понимания, авось получится, а вот откуда-нибудь, а вот у меня предчувствие, а вот мне так кажется, а вот я чувствую, так и будет. У них эти понимания, они по-разному видят мир. Для них эти выражения вообще ни о чем. Что значит,
мне так кажется или я предчувствую. Как это надо видеть, чтобы знать, не видя, как ты можешь думать, что так может быть. У них этого нет, а женщина больше связана с природой, поэтому ведьм гораздо больше, чем ведьмаков. Женщине больше открывается мироздание, она же мать, она воспроизводит. Мужчина же тоже не соображает, как там может быть ребенок развивается, как ты ходишь, как ты спишь с этим грузом. Блин, у тебя ребенок в животе, охренеть, вообще даже представить страшно. А вот женщина же это спокойно воспринимает. Это ее природа, она таинственность воспринимает спокойно. Так-то должно и быть. Женщины говорят, там вот муж помер, он говорит, пришел прощаться. А мужчина, как это пришел? Вы что вообще, бабу, вы что сейчас несете? Вы что, серьезно? Он что, ходил? Да, ходил, а он же должен прощаться. Они так говорят, как будто это все равно как чай налить. Но он же должен прощаться, он же помер, он приходит, прощается же. А мужик сидит в ужасе. Как это прощается? Вы так говорите, как будто это нормально. Так нормально, он же помер. Ну, душа-то прощается, он же должен был со мной попрощаться. А что такое я сказала? И у мужика волосы дыбом, а женщины сидят спокойно, обсуждают. Да пришел, попрощался-то, да, ходил там это самое, бурчал и потом ушел. И он такой, блин, то ли вы какие-то сказки рассказали, или у меня сейчас мозги закипят. Нет. Да прощается, успокойся, он приходит, мужик же должен. Так вот, о чем я говорю, что когда мужья умные, они не будут жене мешать это делать. Пусть посмеются и так далее, не обращайте внимания. Потом они сами говорят, твоей фортуне что-то надо, я принесу. Так они же видят реальный результат, они же видят, что деньги идут в семью. А чем больше денег идет, тем меньше ему работать надо. Ему это выгодно, понимаете? Ему не надо думать, переживать. Слушай, раз пошла, она что-то там нашептала, наколдовала, и тут, блин, начались звонки, начались заказы. Ты я, блин, только рад. Почему бы нет? Пошла что-то нашептала, наколдовала, там позвонил отец, сказал, знаешь, это я подумал, давай-ка ты мою машину продай нахрен, он не нужен, добавим деньги и купи себе другую машину. И он такой, охренеть. Это я рассказываю вот все эти случаи, которые мне там наши зрители говорят, что, вы знаете, у меня муж там вообще не воспринимал это, смеялся надо мной, а сейчас он бегом бежит и травы покупает, и свечи приносит, и все, что надо. Единственное, что говорит, пожалуйста, меня не вмешивай, я ничего делать не буду. Вообще меня не трогайте, давайте делать, что хотите, ваши колдовские дела, я не хочу. Но ты не забывай. Вот о чем речь. Это меняет атмосферу в семье. Откуда наши беды в основном? Давайте признаем, друзья мои, и с родителями, и со свекровью, и со свекром, и с детьми. У нас беды от неустроенности. Как там говорят, квартирный вопрос нас испортил. Когда люди хорошо живут, когда люди зарабатывают, когда люди друг у друга эти деньги не берут, не воруют, не кричат, весь день нету такого, знаете, крика из-за материальной неустроенности, люди любят друг друга больше, у них есть деньги поехать вместе, отдохнуть, какой там день рождения справлять. Все идет от безденежья и неустроенности, экономических проблем. Когда экономические проблемы решаемы, решаются, когда в доме здоровая атмосфера, атмосфера любви, то все замечательно и прекрасно. Согласны со мной? Вот о чем я говорю. От меня никто ничего плохого не видел. Никто, поверьте мне. Даже враги мои не видели от меня ничего плохого, пока они мне не достали и не довели. Я человек положительный, а положительный человек, он дает положительные знания, нужные вещи. Не может ведьма быть озлобленной гнидой, понимаете? Я буду мстить до последнего, я буду вот это, Да нету. У ведьмы должно быть сострадание, понимание, желание помочь людям хорошо жить. Вот она, ведьма. А все продается, все спонсорское, вызов богов за $50. Я, конечно, извиняюсь, не хочу говорить об этом, но это смешно. Боги, что тебе раб, сила, гастарбайтеры. Деньги заплатили, вызвали, пришел, все, один, давай, чтобы ты к вечеру этому человеку все сделал. Это детский сад просто, это смешно. Это смешно. Вот представляете, богов невозможно вызвать. Приходит их сила, когда просишь. И то ты говоришь, вот тебя учу, как обращаться к фортуне, попроси сама. Ну, вот о чем я говорю. То есть, вот речь о том, что, скажем так, все должно быть реально, естественно, и самое главное – это результат. Так что все, дорогие друзья, всем удачи, всех благ.
И отправляйте. Еще раз напоминаю, сейчас как раз у меня есть время их собрать. Потом опять разбросано туда-сюда, опять эти не откроются, эти голоса. Вот сейчас можете опять отправить. Опять одной волной все вместе отправьте. Я сохраню, снова сниму. Вот так будет, ну, удобно мне так, как бы. Чем через раз в месяц там отправили, начали все отправлять хором, потом еще. Вот так немножко путаюсь. И так я, как бы, собственно говоря, сами знаете, загружена. Все, эфир закончим. Зена уже там ходит вовсю. Выйдем по делам своим, не большим. Ой, и весело с ними. И достали меня. Уже прям не знаю, что. Как дети. Выходить, гулять. Мяу, мяу. Особенно сейчас выходим, это Гиса сразу у окна. Нас начинает звать. Гиса никого, вот всех контролирует. Я такую кошку же не видела никогда. Всех. Если кто-нибудь на улице, обязательно зовет. Она всех зовет, всех собирает, тогда ей спокойно. Сейчас выйдем, она начнет с окна. Мяу! Так жалобно. Заходите обратно. Ой, все, пошли гулять. И вам не хворать. Всем удачи.